Мы должны верить только в одного Бога. Мы тоже верим в одного Бога. Послушай, все пророки, мы должны верить в них. А ты веришь? Подожди. Да. Ты веришь всем пророкам? Читал ли ты Писание пророков в Торе? Тора, Инджиль и Коран. Ты читал Тору и Инджиль? Да, я читаю Тору и Инджиль из Корана. Нет. Если ты читаешь Коран, то должен знать, что Коран — это не то же самое, что Тора и Инджиль. Коран говорит вам читать Тору и Инджиль и верить в них. Следовательно, это разные книги. Это книги, которые появились до Корана. Ты сам читал Тору и Инджиль? Немного. Я призываю тебя сделать это. Я прочитал всю Тору целиком, и Инджиль, и я прочитал весь Коран. Я прочитал все 3 книги. Ты говоришь, что веришь во всех ранних пророков. На самом деле это не так. Потому что более ранние пророки описывали такие вещи, как Ноев потоп, где говорится обо всех сыновьях Ноя, которые были в ковчеге, который он создал, чтобы спастись от потопа. Ты читал Коран? В Коране говорится, что один из сыновей Ноя отстал и на самом деле не попал в ковчег. Тогда это было бы прямым противоречием с тем, что на самом деле произошло в истории о Ное, которую мы можем прочитать в Торе. Поэтому, когда Мухаммед говорит: «О да, мы следуем за ранними пророками», а затем неверно описывает ключевые детали их жизни, он на самом деле не верит ранним пророкам. Он просто выбирает то, во что он хочет верить, и он пытается полагаться на них, чтобы придать уверенности самому себе и сказать: «Вы должны доверять мне, как еще одному пророку от Бога». Но я на самом деле не думаю, что есть основания доверять Мухаммеду. Мы не поклоняемся Мухаммеду. Но вы доверяете ему? Нет, мы не поклоняемся Мухаммеду. Нет, я не говорил о поклонении. Я спросил, доверяете ли вы Мухаммеду? Конечно, он пророк Божий. Откуда вы знаете? Он называл себя пророком Божьим. Даже сегодня многие люди называют себя пророками Божьими, но вы им не доверяете. Почему вы верите, что он действительно пророк Божий? Потому что его послание состоит в том, чтобы поклоняться только одному Богу, а не творению. Сегодня есть люди, которые называют себя пророками Божьими, которые говорят, что поклоняются единому Богу и не поклоняются творению. Ты им доверяешь? Кому из них? Вот этому? Нет. У них нет. У всех пророков есть чудеса. Мухаммед не творил чудес. Мухаммед не творил чудес. Нет, он творил чудеса. Если ты читал Коран, то часто люди подходили к Мухаммеду и говорили: «Мухаммед, сделай невероятное, соверши для нас какие-нибудь чудеса, докажи, что ты действительно пророк». И что же говорится в Коране? Аллах говорит Мухаммеду в Коране: «Скажи им, что я всего лишь предупреждаю». То есть нет, я не собираюсь творить знамения и чудеса, я всего лишь предупреждаю. Тот, кто предупреждает. Но я не из тех, кто творит чудеса. Значит, нет причин доверять Мухаммеду, если он не творил чудеса, он не согласуется с предыдущими пророками, он будто противоречит предыдущим пророкам. И потом, я думаю, что его поведение не из тех, которым на самом деле должен следовать любой из нас. И Иисус говорит, что истинных пророков судят по их плодам. Кто управлял миром до рождения Иисуса? Иисус. Он не был рожден, но были все эти пророки. Здесь ты совершаешь ошибку. Когда Иисус родился, это не значит, что именно тогда Он появился на свет. Он существовал всегда.